Нас двое, и мы исследуем заброшенный мир. Вокруг нас много физических явлений, которые можно спутать с паранормальным. Но мы постараемся разобраться, где вымысел, а где правда. Развеем мифы и оставим только истину. Вы готовы оказаться по ту сторону? Тогда вперед! Здание иезуитского коллегиума XVIII века, которое относится к стилю барокко, находится на территории бывшего имения Мицкевичей. По просьбе сына Барбара Мицкевич передала это местечко вместе с еще 5 деревнями во владение ордену иезуитов. Монахи в 1708 году открыли здесь коллегиум, расположившийся изначально в деревянных постройках. Строительство нового каменного здания не заставило себя долго ждать, оно началось уже через полвека после открытия здесь первого коллегиума. В 1770 году каменное здание было завершено. После того, как коллегиум был запрещен на территории Речи Посполитой, здание иезуитского коллегиума XVIII века переделали под дворец. Эти земли некоторое время передавались и продавались от помещика к помещику, попав в руки к Ласкарису. Именно он переоборудовал бывший коллегиум в усадьбу, но вскоре усадебный дом и приусадебные территории снова поменяли несколько владельцев, пока не наступило советское время. Имением в разное время владели Потоцкие и Милошевские. В советское время о частной усадьбе не могло быть и речи. Здесь в разное время планировали открыть санаторий или здравницу, но остановились на медицинском учреждении. В последние годы в стенах этих зданий размещалась психиатрическая больница. Данное учреждение здравоохранения занималось в том числе и серьезными психозами. В одном из отделений находились пациенты, совершившие уголовно наказуемые деяния и признанные невменяемыми. Особо опасные больные, которые могут навредить себе и другим, содержались в палатах с решетками на окнах. 12 декабря 2019 года в одном из зданий психбольницы произошел пожар. По предварительной версии, причиной возгорания стал находившийся на втором этаже старый телевизор. Известно, что в момент ЧП в отделении находилось 53 пациента, а также несколько человек медперсонала. По одной из версий, 80-летнюю пенсионерку, которая не могла сама двигаться, долго не могли вынести из задымленного помещения. Позже ее доставили в больницу и не смогли реанимировать, а второй пациент после эвакуации по непонятной причине вернулся в здание, где и погиб. Вскоре после этого происшествия психиатрическую больницу забросили, и по сей день она пустует. Всем привет, друзья! Вы на канале Отос on the Other Side. Меня зовут Марта, и мы сегодня с вами будем пробовать новый формат. Это новое совсем для моего канала. Будет, возможно, ответвление. Сегодня я без Алены, но с командой сталкеров отправляюсь на ночевку в психбольницу. Друзья, я не знаю, что от этого ждать, потому что впервые я выхожу в очередной раз из зоны комфорта своей, с незнакомыми людьми, отправляясь в такое страшное атмосферное место. Поэтому поддержите меня лайком. Я думаю, что будет круто. Отправляемся в путь. Я приехала на место. Здесь сразу водоем. Меня сейчас должны забрать. Я не знаю, друзья, я не знаю, куда, что. Скорее всего, куда-то туда, в лес, потому что здесь деревня, дальше дома. Вот, поэтому, скорее всего, за мной сейчас придут из леса в лес. Вот это, конечно, экспириенс. Там просто была лучше тропа. Ой! Ты не перешел, не включал. А это что? Это вот справа, это что? Это первый корпус. Ага. Где все подняли блоки, подходили. Короче, потом туда можно сходить, да? Да, попробуем. Ну, мы сегодня не ходили туда, но для этого был за вас. На самом деле, ребят, довольно
Стрёмно. Проход через окно. Ребят, нас сегодня ждет жесткий контент. Здесь прям уже прохладно становится. Да, вот, все, вот это наша начальная точка. О! А То есть ну-ка, вот тут все достаточно цивильно. что у нас тут? Приемный покой. Приемный покой, третье отделение. Лаборатория. Да. Так, здесь можно То есть светить? вот, да, нас встречает вот фойе, обрати внимание на потолок, какой здесь. О, С стеклянными прикольно. витражами. То есть и, да, есть лампочки. О-о-о-о-о. То есть вот мы начнем отсюда. Ребят, эти Да. своды, это просто. Здесь сидели главные врачи, которые отвечали за опыты над За что психами. отвечали? За опыты над психами. Я То есть вижу. Вот сейчас вот, да, будет интересно посмотреть действительно каждую палату. О, ребят, это капец просто. Стен. Я хотела сказать, за дверью стена. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это выглядит как подвал, но это не подвал, да? Ничего. Да, но это еще не такая палата. Тоже ничего особенного. Такие шкафчики здесь за дверью зеленые. Но тут уже какая-то не очень атмосфера. Да? Мгм. Вот, то есть раньше здесь видишь углубление, ниши для каких-то статуй. Освещение. Реально какие-то ниши. И здесь тоже ниша. А для чего они? Ну, то есть был коллегиум, это обучали. Еще не служить. Ну, грамотно, точно. Здесь то же самое, да? Ага. Тоже большие. Большие тоже ниши. Там, Да, вот такие куски. здесь. Фух. А сейчас мы куда идем? Вот сюда. Ну, уже пристройку посмотреть, вот она будет скрыта здесь. Здесь? Здесь было показательное. То есть главный вход туда, куда ты светишь. И здесь, то есть для проверяющих, для всех, вот просто цивильник и все. Да. Какой ларец. Да. Ребят, какой ларец. Что-то какой-то как полупечка. Опять сюда? И здесь поворачиваем направо. По-моему, сюда, да? Да, сюда. Блин, здесь реально можно заблудиться. Все, то есть вот, как мы видим, здесь очень скрыт такой вот от людских глаз спуск в подвал. Здесь появилось просто темное зоны. То есть, ну, максимально антуражный подвал. Капец просто. Ванна, это как в этих Ванна, ужастиках. Да. Это же в ванной их тоже там типа пытали чем-то. Или Да. что такое было? Телефонные проводы. Душили. О, ребятки, вот это мы с вами любим. Так это максимальное, так скажем, скрыто от глаз. То есть здесь единственная лестница в подвал. И она ведет из такой вот душевой комнаты. Скрытой. То есть вот можно идти по порядочку. Вот. Посветить, вот, просто. Не фокусируется, ребят. Камера не фокусируется вообще. Будем немножко идти по порядку. Складское какое-то помещение. Да, здесь. Ух ты ж мой дружочек. Ты ж дружочек мой. Естественно, ну куда же мы без тебя? Ой, какая-то машинка, а что это? Радио? Чтобы было веселее. Содержание здесь.
этих подвалов. О, здесь просто все. 2018 год, кстати, календарь. Заявление прошу вас предоставить отпуск. Зеркало, друзья. Здесь у нас любители винища обитают периодически, судя по всему. Но здесь целая куча хлама. 20-й вон год, кстати, календарь. Реально здесь что-то использовалось, да, для чего-то? Помещение. Здесь просто ночевали в свое время исследователи этого места. Весь календарь. Почему за решетками? Здесь тоже содержались они. То есть тут самые такие прошлавшиеся. Без дна, без ничего, просто на полу, на каком-то матрасе. Мы видим матрасы, но их уже поджигали, тут местные хулиганы. Вот остаток матраса, вот на таких они здесь лежали просто. И... А это что за штука? Это там прожектор. Прожектор? Да, да. Огромная локация, конечно. Да, вот это была душевая. Здесь, получается, под... Ну, уже не видно, под потолком была кран-балка. Сюда заводили в цепях, значит, самых опасных психов. Поднимали краны, опускали в эти душевые, и здесь их мыли. Вот поэтому окна были кирпичом заложены, чтобы люди не слышали, местные жители. Что тут было под потолком? Краны? Да, Поснимали? кран-балка, то есть она, получается, что, ну, в кандалах же его не закинешь сюда, то есть его так приподнимали и таскали сюда. То есть, ну, крюком, получается, подхватывали, у него был специальный жилет и опускали сюда. Просто нет слов. Да. Здесь типа раздевалка? Да, кстати, здесь душ был тоже. Ну, здесь уже душ для надзирателей таких. Либо же для хорошо отличившихся психов, которых можно было без опаски сюда вот привезти и помыть. О, да, классно. Какой запах здесь странный. Вот, мы видим печь, куда уже засовывали некоторых психов. Когда... Печь? Да, вот печь. Зачем их засовывали туда? Ну, сжигали просто здесь вот тоже. Вот она печь. Сжигали? Да. Типа их сразу здесь кремировали? Да. Туда заезжала. Ну, что уже песком просто засыпала туда. Каталочка и все. Почему мне кажется, что ты стебешься? Почему я стебусь? Ну как это возможно? Все, здесь уже. Зеркало. То есть, да, ну здесь вот было место, где вот эта бригада сжигаться. Ну, они здесь вот отдыхали прямо по месту. Да, То есть кушетка? они кушали тут и все, уже привыкшие к этому, вот все равно. Да, вот это вот интересная полка, как вот во многих играх, везде, вот Да-да-да, под ней есть такое, прятались под книжки стеклом. какие-то, да, или оружие, там, мечи и прочее. Есть такое. В Резиденте, например. Да. То есть вот здесь тоже вот содержались психи, то есть здесь уже такое вот окончательно. То есть любой псих, вот мы придем в первый корпус, он знал, что если он попал уже сюда в подвал, то ну, назад дороги практически нет. Это их, Вот мы видим нары. это их кровати? Да. Ну, тут не заморачивались, просто какой странный запах. да, списались
с других, да, то есть прям два помещения. Какой странный запах медикаментов. Да. Прям запах медикаментов. Как это? Да, то есть вот решетки, планка, было видно, то есть все, чтобы не сбежали никуда отсюда. То есть, мы видим, что достаточно много здесь лежало. Да очень много. Вот, кстати, какого прожектора здесь делается. Как реально в фильмах. То есть здесь уже вот, тут, конечно, в этой помещении, конечно, темные дела творили. Здесь мы потом просто пойдем чуть дальше. Вот здесь разбираем просто этих уже умерших. Типа морга? Психов, да, на части. И потом везли холодильник, куда мы сейчас пойдем. Вот в эту дверь. То есть, не зря, просто вот мы здесь увидим переход просто сразу же на кухню. То есть, чтобы удобно было отвозить, привозить. Сразу с этого? Да. То есть здесь с подвала? Да, сразу на кухню это все подали. Здесь запах вот и немножечко решетки, тухлятины да, какой-то. Да, тут тоже. Просто стоит так вот. Да, монтировано. Просто поставили. Да. Действительно, да, врезали сюда просто холодильник. А что за следы внутри на стенах? Как будто бы тут пытались выбраться отсюда. Кстати, да. Мы действительно все же секреты не можем знать. Реально, смотри. Не о всем нам рассказали. Как будто бы отсюда царапались Да. и били. Пожалуйста, вот лифт, кстати, для подъема пищи. Вот справа. Кстати, да. Все сюда. Какие здесь, конечно, лабиринты. Здесь что-то даже цивильное, с лучшей с плиткой. Да. Здесь уже... Душевая нового поколения. Поваров ценили, потому что они все-таки готовили и в том числе и для медперсонала. Тут такие кухонные помещения. Вот видно старые весы, взвешенные, да, они просто мойка, это все обычно. Фонарь на улице светит. Да. Комнатка такая под этим на крючке. Так. Придется вернуться, получается, через подвал. Через подвал? То есть по-другому никак? Можно через окно выкинуться на улицу, конечно. Это основная площадь здесь. Тут ничего такого интересного нет. Овощной цех написано. Мы отсюда вышли, да? Так, вот, да, снизу. Ага, все, идем, значит, обратно. Да. Мы на 3-й этаж поднялись. Кстати, действительно очень красивые перила. Здесь так жарко. Да, то есть мы попали в, как там было написано, значит, здесь производилось... Лаборатория? Да, в лаборатории. Все делается в масках, все делается в халатах, в фартуках, поэтому здесь Прикольно, вот для реально, этого фартуки. специальные маски, шапочки, то есть все тут лежало. Реально, ребят, прикольно, фартуки. Прям беленькие. Вот, даже специально, походу, какая-то одежда, да? Да. Вот, пожалуйста, шприцы для инъекций. Это колбочки, Да. ключики. Интересно, от чего это ключики? шприц. А вон ключики, смотри дальше. Да. О, даже смотри, какой, походу, фартук прозрачный. Миленькая, с обоями. Сейчас переведем на ночное видение, друзья. Фух. Здесь вот О, главный врач лаборатории. слушайте, ну здесь прямо какой-то даже лут в унитазе есть. Это как в Да, играх. розетка. А здесь вход куда? Здесь выход на чердак. Ага, а ну-ка. То есть с таким действительно скрипом открывается.
есть, чтобы все здесь узнали, что отсюда кто-то уже выходит с чердака. Здесь опять вот лаборатория производства. Сразу розеточки. Да, фасовали, распределяли. Сразу там маленькая Доставили. раковинка, градусники. То есть не Здесь только, да, натуральный даже продукт. Застекло. Как будто бегает. Ну и Удары какие-то. Там что за комнатка? Там тоже посмотрим, это чердак. Тоже чердак с другой Да, стороны. да. Здесь тоже, да. Сейчас, ребятки, начну. Здесь даже сразу по-другому озвучка идет. Тряпки висят. Так, мы отсюда вышли. Опять выход там. Скрипы эти. Так, а это что все-таки Ну, за комнатка? Да, в этой комнате, значит, жил местный смотритель этого места. Его девушка тоже попала сюда, в психбольницу, и она сбежала. То есть он как бы переселился в эту комнату, здесь жил, смотрел, одно с видом на речку, то есть он всегда ее ждал. Мы можем открыть, но там действительно, ну, попробуй открыть, но туда не иди. Почему? То есть, ну, он здесь, по поверьям, обитает его дух, и тут как бы может быть очень много дух. Есть они? Серьезно, по поверьям, они здесь уже, обитает наверное, его тут. дух? Да. Потому что он здесь Хозяин жил, и этого он здесь места. умер в этом месте, вот в этой комнате. То есть вот у него окошко выходит на речку, то есть он всегда долгие часы всегда смотрел вдаль, вот в ту сторону. То есть считалось, что она просто, ну там речкой течет, то есть она соорудила себе небольшой плот из 2 досок и уплыла. Это вот мухи. Ой, ну, такие маленькие. Они стучатся в стекло. Я сразу их тоже не уловил. Но здесь раньше было чисто. То есть, возможно, что осень, то есть его как-то дух проявляется. То есть, ну, поэтому лучше туда прям внутрь не лезть. То есть, чтобы тебя не облепило. Просто они такие мелкие-мелкие. Не знаю, почему они не видны сейчас. Днем они били в стекло. Прям такой просто тучей. Возможно, сюда придет, ну, лучше прийти днем и посмотреть. Ребята, вы сейчас не видите мое лицо. Да. Я просто... То есть, и по итогу В он ее шоке. так и не дождался, и ну, так никто и не узнал.